Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, Wall Street Journal красиво провел, знаете, такой ликбез для Стива Виткофа. Это, еще раз напомню, переговорщика Трампа. И жутко становится от того, что этот товарищ мелет по Украине. Он просто понятия не имеет, о чем он говорит. И поскольку Трамп его, как великого специалиста, так сказать, назначает главой переговорной команды, это говорит же о том, что с точки зрения Трампа вот этот специалист, он лучше всех разбирается в украинских делах. Но, как оказывается, он вообще понятия не имеет, о чем идет дело и о чем он вообще говорит. И это ужасно. И вот Wall Street Journal, интересно, они провели для него такое, знаете, ликбез. Зато, когда было его интервью, помните этого Такера Карлсона, и когда Уитков давал ему интервью, он даже, он в принципе помнил и сказал о том, что главное это вопрос территории, что Путин хочет отобрать территории, что эти территории там, где живет русскоязычное, видите ли, население, поэтому Киеву все равно до этих территорий должно быть. Ну, я уже на это, в принципе, отвечал, что в таком случае Америке должно быть все равно, например, до Нью-Йорка, поскольку там говорят на английском, и неплохо бы Нью-Йорк, чтобы он стал частью Великобритании, потому что это Англия, ну и английский язык пошел оттуда. Это самый простой ответ такому вот ослу, как Витков, который вообще ничего не понимает и говорит глупости. Но еще раз говорю, страшно то, что этот человек с точки зрения Трампа разбирается вот в этой проблематике лучше всех. Но его для этого глупца и для подобных глупцов, потому что таких дураков не только в американской администрации, но и вообще в США, да не только в США, и на Западе, и на Востоке, и где угодно, таких ослов много. И вот как бы для особо выдающегося осла Виткофа это дело, значит, Wall Street Journal провел, как говорится, ликбез. Ну а остальным ослам нужно просто к этому прислушаться и хотя бы немножко задуматься. Но в случае, конечно, если есть чем думать. Значит, прежде всего, все области, значит, он их не смог вспомнить, название их он забыл или никогда даже не знал. Ну, хороший переговорщик, он не знает, о чем он названии, значит, территорий, по которым он ведет переговоры. Это Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, Крым. Крымская область в будущем. Да, они все в равной мере и с огромным преимуществом проголосовали за выход в свое время из СССР и за независимость Украины. То есть в чем вообще проблема? Был проведен референдум? Был. При этом этот референдум проведен в том случае, что все были дома. То есть никто никуда не сбежал. Это очень важно. Дальше. Несмотря на то, что действительно многие разговаривают по-русски, это еще раз говорю, на таком основании, что все говорят по-английски, можно Нью-Йорк, значит, отдать Великобритании, пол Техаса и почти всю Флориду то ли в Испанию, то ли в Мексику, вот там говорят по-испански, ну, уровень идиотизма, представляете себе, да? Да, так вот, несмотря на то, что многие жители этих областей говорят по-русски, все они себя, ну, скажем так, не все, а подавляющее большинство себя считают гражданами Украины, вообще являются гражданами Украины и считают себя украинцами. Следующий момент, вот когда, это краеугольный момент, когда происходил момент голосования на референдуме по независимости Украины, все жители, ну или их, скажем так, 99,9, подавляющая часть людей были дома. И имели полную возможность принять участие в голосовании. Другое дело, что одни пошли, другие не пошли. Но те, кто хотел, конечно же, пошли. И никаких автоматчиков с этими корзинками этими для голосования, как в Херсоне было, и не только в Херсоне, а везде, не ходили по дворам. И не говорили, что если ты сейчас не проголосуешь как надо, мы тебя просто за сарай заведем, там же и шлепнем, как говорится, и скажем, что так и было. Мы тебя такими нашли. Вот и все. Да, это первый момент. Второй момент то, что... Как в Херсоне. Я вот просто по Херсону, я очень хорошо владею ситуацией, как там это все происходило. Из Херсона в момент начала российской оккупации, то есть это март, апрель, май 22 года, вот за эти 3 месяца оттуда уехало процентов 75-80 населения. То есть там оставалось буквально 20%, может 25% населения. О каком вообще, даже если бы оно было честным, то о каком вообще волеизъявлении могла идти речь, когда сбежала подавляющая часть людей?
спасаясь от рашистов. Город был пустым. Мы о чем вообще говорим? Плюс, я же говорю, походеньки с автоматами, плюс автоматчики везде. Ну, ребята, это просто бред, это идиотизм. Дальше, поскольку очень многие люди выехали оттуда, хозяева квартир, что делают рашисты? И об этом Wall Street Journal пишет просто вот, как говорится, открытым текстом, что они делают. Очень много, так сказать, освободившегося оказалось жилья. Ха, красота какая. Тут же рашисты своих ванек привозят из хрен знает откуда и заселяют квартиры людей, где лежат вещи людей, вот, где хозяев квартир. Они просто бежали туда в спешке, побросали там все. И эти ваньки туда заселяются и живут себе. И в ус себе не дуют, что это чужое имущество, что они зашли в чужой дом, грабят, мародерят. Не, все хорошо, никого ничего, Трампа ничего не смущает. Это хороший референдум, замечательный. Вспомните опять-таки, вот как был один такой момент перед деоккупацией Херсона, город, ну, где-то за месяц, наверное, за полтора, был наводнен бурятками. Да, эти попривозили своих мадамов этих вот, да, из Бурятии. И уже все, они присматривали там себе в Херсоне хозяйство, чтобы вы понимали. Шастали по городу, ходили, ага, тут, а где здесь? А, этот дом пустой стоит? А, ну понятно, хорошо. Мы уже идем. Да, ну потом, правда, они все сбежали. Все вместе сбежали вместе с рашистами, но присматривали очень активно себе имущество. Вот так вот. Да, то есть это тоже форма геноцида, когда происходит замена населения, да, того на это. И, ну, Трампу это все, да, он, во-первых, не слышал такое, да, то есть ему это все до лампочки, он в этом всем не разбирается, и он... Но, вы понимаете, да, его это совершенно не смущает, то, что произошло. 70, может, 80% людей просто выгнали, и на их место пригнали своих. И говорят, так вы же вот, посмотрите, они все за. Так понятное дело. Дальше. Россия проводит жесточайшую кампанию по русификации захваченных территорий. Даже вот те люди, которые там 20% остались там жить, на их голову столько репрессий шлепнулось, что, наверное, не было фашистской Германии во время оккупации 41-43 годов. На это тоже надо обращать внимание. Трампу на это тоже наплевать. Еще один момент. Смотрите, дело в том, что вот в этих регионах, юг Украины, восток Украины, очень часто, смотрите, была такая русификация, вот политика русификации, она была еще во времена СССР, явно, неявно, но она была без, скажем так, знания достоверного, да, российского языка, русского языка, невозможно было устроиться на работу. Если ты, например, приезжал в Украину из, я даже помню, в школе такие были кадры, из другой республики СССР, и ты не учил украинский с 1 класса, ты уже мог его не учить. Было такое? Было. Там, по-моему, если там уже в 5 класс попадал, например, ты уже освобождался от украинского языка. Вот. Таким образом, украинский язык, его, знаете, его делали так, значит, вроде его и учили. Вот ничего же нельзя сказать. Учили? Да, учили. Но он был всегда в роли второстепенного языка. И, знаете, вот с таким понятием, что на нем будут говорить либо жители села, либо очень такой узкий круг интеллигенции, замкнутый в себе. Все, больше никто. Вот. А все госучреждения, все это, все по-русски, естественно, украинский в загоне. Ну, естественно, что хочешь, не хочешь, они вынуждали людей учить русский, и, скажем так, ну, хочешь учить украинский, ну, на тебя, а не хочешь, то и не надо. Вот такое отношение. Вот и все. То есть, и это же было не только при СССР, а если брать царскую Россию, то там вообще ужас был. Там же украинский язык, сколько раз запрещали его? Объявляли, что он несуществующий язык. Объявляли, что это какой-то язык неправильный, что-то хуторской, еще что-то. Ну, выдумывали очень многие вещи. То есть с тем, чтобы просто-напросто стереть его полностью из памяти. И все. Вот, собственно говоря, каким образом это происходит. И когда была Украина, когда уже вот этот гнет советский, как говорится, отвалился, тут интересный момент. На момент, когда провозглашалась независимость Украины, украинские объявили своим родным языком 48% населения Украины.
А вот в 2014 году уже 78, да? То есть, а вот считающий процентов, да? А считающий с родным русский язык упало с 31% до 6%. Вот, собственно говоря, и все. Тут вот такие вот очень интересные данные. И это все, это не наши данные, это Wall Street Journal. То есть это интересно, да? И самая главная вещь, о которой рассказывает недотепе Виткофу Wall Street Journal. Дело в том, что Путин начинал эту войну даже не из-за Крыма, не из-за Херсонской области, понятное дело, не из-за Донецка и так далее. Я об этом 1000 раз говорил и обращал на это внимание. У Путина начало вот этой войны, оно было сопряжено с 3 главными задачами. Первая задача – это взять Киев. Вторая задача – это взять Киев. И третья задача для Путина – это взять Киев. Все остальное второстепенно, поймите правильно. Киев и еще раз Киев, все остальное фигня. Вот так вот. И слава богу, что вот, кстати, Wall Street Journal, они это поняли. Я сколько раз говорил еще до войны, им по барабану этот Донбасс, он им 1800 лет не нужен. У них таких вот свалок и терриконов, и чего хочешь, там миллион было по всей России. Им это все не нужно. Им нужен центр Киева, им нужны золотые ворота, им нужна Святая София, им нужна Лавра. Вот что им нужно. Потому что без Киева у России нету имени. То есть эта страна обладает на сегодняшний день ворованным именем у Руси. А Русь это Киев. Никакого отношения, конечно, к России не имеет. Вообще никакого отношения. То есть у них нету имени. Второе, я всегда подчеркивал, это уже от меня. У них нет истории, потому что вся история от начала до конца ворованная. Поскольку никакого отношения к Руси. Нынешняя Россия, де-факто Московия, де-факто Золотая Орда. Точнее, отрыжка Золотой Орды. Это не Золотая Орда. Золотая Орда, это будем говорить Казахстан, Узбекистан, вот там вот, да? А вот это был вассал Золотой Орды. Всегда. И, конечно же, никакого отношения к Руси не имеющая. Но укравшая имя Русь. Соответственно, ему нужно для этого, у них нет истории без Киева. Потому что они говорят, мы Русь. Стоп, какая вы Русь? Русь это Киев, Русь это Чернигов, да, Переяслав. А вы к этому каким боком? Это же Украина. Упс, да, нехорошо получилось. Получается, нету имени, ворованное. Истории нету, тоже ворованное, да. И столицы нету, потому что столица это Киев. А Москва вообще никакой столицы никогда в жизни не была. Ее вот последние, да, сделали ее там. Большевики после революции сделали столицей, да. Но в принципе Москву основали ордынцы. Это был 13 век. И там всегда, это вообще даже не город был. Это была мечеть, караван-сарай, что там еще было. Таможня была, что-то такое было. Все, больше ничего не было. И жили ордынцы. Никаких русских тогда не существовало, понятное дело. В 14-м, в 15 веке они разрешили там конюшню переделать на церковь. Это была первая церковь. В то время как мечети там уже были ой-ой-ой. Вот. То есть у них нету столицы, нету истории, нету названия без Киева. Поэтому, конечно же, у Путина была при начале так называемой СВО 3 задачи. Взять Киев, взять Киев и взять Киев. Все остальное хрен собачья. Слава богу, что в Америке есть некоторые люди, которые до этого доперли. Но для этого же надо быть журналистом и надо иметь мозги. Вот. А поскольку у трамповской администрации, вот все, что я говорил, это слишком сумбурно для них, это очень долго, это неинтересно. Они видят мир в упрощенной форме. Ты мне, я тебе, да, и какая там история, какое там шо, они об этом всем понятия не имеют. Но, во всяком случае, для людей, у которых есть хоть немножко образования, вот они такую вот статью написали. Понятное дело, что Витков эту статью вряд ли, конечно же, читал. Ну, я вообще не уверен, что он там читать умеет.